Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр, и вы на моем канале Ташины рецепты. Сегодня наконец настал тот день, когда я решилась приготовить, вернее не приготовить решилась, а снять решилась ролик про засолку огурцов. Почему я говорю решилась? Это городской человек, который год назад переехал в деревню и который жил всю жизнь в Москве рядом с Преображенским рынком и очень любил соленые огурцы. Ну, почему любил? Люблю я соленые огурцы, квашеные, бочковые. Сколько раз я не пыталась приготовить в городской квартире подобные огурцы, у меня никогда не получалось, они постоянно взрывались. Естественно, маринованные огурцы, томаты, это я все готовлю. Вот, но хотелось добиться именно такого результата. И в прошлом году, когда мы переехали жить за город, я провела эксперимент. Я взяла 3 рецепта достаточно известных блогеров, которые делают квашеные огурцы. Их приготовила, и зимой мы их дегустировали. Я их не закатывала, то есть я их делала холодным способом, но немножко по-разному, как рассказывали эти блогеры. В результате у нас появился рецепт, который нас полностью устроил. И именно этот рецепт мы будем готовить сегодня. А как это было, сейчас покажу. Дорогие мои зрители, сейчас 26 ноября 2020 года. Момент поедания огурцов, рецепт которых вы смотрите. Я экспериментировала с 3 рецептами. И именно этот рецепт настолько понравился нашей семье, что вы видите, полбанки уже нет. В этот момент мы опомнились и решили, что надо снять вам результат, так как когда я летом буду засаливать огурцы по этому рецепту и показывать вам этот рецепт как проверенный, у меня не будет возможности показать вам результат. Вот они, ароматные, хрустящие, сочные, с нужной кислинкой, чуть подгазированным, прям в меру. Просто вот вкус бочковых огурцов. Это потрясающий рецепт, я вам его рекомендую от всей души. Ой, ну вообще. Вот, во-первых, отличие от всех остальных, они, видите, получается. Они, видите, чуть желтоватенькие получились. А остальные какие-то серо-зеленые. Рассол должен быть вот такого цвета. Да, он же с горчичкой, да, поэтому он чуть мутноватый получается. Да. Вот. И особенность их именно в том, что все они точно как бочковые. Вот если бы никакого нету вообще сравнения там ни с маринованными, ни с консервированными, а именно бочковые огурцы. Очень вкусно. Ну все, я уже не могу. И сегодня мы приготовим именно эти огурцы. И по сути рецепт у нас будет один, но 3 дальнейших варианта развития этого сюжета. То есть либо мы их можем закатать, либо мы их можем хранить в погребе, либо мы можем их через месяц уже есть, считая их готовыми. А принцип будет один. И эти огурцы не будут взрываться, не будут вскрываться, вот, и будут очень вкусными и хрустящими. Мы пробовали. Огурцы у меня собственные, я их собрала в теплице. Огурцы нужно обязательно хорошо помыть, потому что на них есть вот такая пленочка, когда они растут. Это как бы слой бактерий, который защищает огурцы природно от всяких болезней. Огурцы я заранее замочила, часа 2 они у меня лежат в холодной воде, ну как бы больше не нужно. И даже в том случае, если вы их только сорвали и сразу собираетесь консервировать, обязательно в холодной воде их хорошенько промойте, протрите и снимите с них вот эти вот колючки, которые у них бывают, да, когда они растут. Это важно. То есть мы с вами моем огурцы. Беру 3-литровую банку. И все пропорции я буду давать на 3-литровую банку. Но это нам потом не помешает. При желании, видите, я подготовила маленькие банки. И потом я расфасую их в маленькие банки. Вы видите, что у меня на столе стоят уже 2 банки с огурцами. Этот рецепт готовится 4 дня. И
вот здесь у меня банка, который 2 дня, и здесь у меня банка, который 4 дня, и сейчас мы вот эти огурцы будем закатывать. То есть у меня здесь есть все 3 стадии этого процесса, поэтому сегодня мы, полный весь процесс я вам покажу не на словах, а на деле. Значит, теперь мы начинаем наполнять банку. На дно я кладу чеснок, потом беру зонтики укропа. Что здесь хочу сказать? Да, во-первых, банка у меня просто помыта в посудомоечной машине. Я считаю, поскольку огурцы сами по себе у нас же не стерилизованные, да, и зелень тоже, поэтому банку, на мой взгляд, не обязательно стерилизовать. Важно ее хорошо помыть содой или вот в посудомоечной машине. На дно кладу зонтики укропа. Дальше кладу 3 листика смородины. 3 листика вишни. Что касается специй, вот хочу сразу сказать, что с фанатизмом к этому подходить не стоит. Я тоже по-разному пробовала. Если переложить специи, тоже получается не очень вкусно. И начинаем заполнять банку помытыми и подготовленными огурцами. Я у них ничего не обрезаю. Ну, на мой взгляд, это совершенно в этом нет необходимости. И так они отлично просолятся. Банку я укладываю вот так вертикально, стоя, чтобы их побольше туда поместилось. И вот таким образом заполняем всю банку. Вот эта банка, сейчас мы ее с вами уложим, добавим сюда соль, воду, и она у нас будет кваситься в общей сложности 4 дня. Через 2 дня вот этот процесс я вам сейчас покажу, что нужно будет сделать. То есть мы наполняем банку, заливаем холодной водой, добавляем соль и оставляем на 4 дня. На этом этапе можно было сюда еще, сейчас давайте добавим веточки укропа у меня. В общей сложности это у меня 1 большой лист хрена. Вот я его тоже так уминаю, чтобы он у меня не всплывал. И закладываю плотно огурцами. Нам еще важно так уложить, это важный момент, чтобы когда у нас огурцы будут кваситься, вот надо контролировать, чтобы они не всплывали, то есть чтобы сверху всегда была вода. Вот. И стоят они у меня, видите, на тарелках, потому что здесь будет происходить процесс брожения. Вот через 2 дня тут, видите, пена образовалась. И, соответственно, рассол может подтекать. Нужно добавлять сюда водичку, чтобы все время была полная банка. Вон, видите, пузырьки идут. Это вот 2 дня брожения тут происходит. Ну, а я пока наполнила свежую новую банку. 1 огурец у меня остался. Не поместился. Так вот сделаем. Так, теперь мы в эту банку, где у нас лежит чеснок, специи. При желании можете добавить сюда черный перец, сладкий перец, душистый перец. Это кто как любит. Вот мы любим вот так, без всякого перца, чеснок и травы. И добавляю сюда на 3-литровую банку 80 грамм соли. Я померила на весах. Я теперь знаю, что вот в моем случае 2 эти стопки это 80 грамм соли. Я вам рекомендую тоже, если вы вот не действовали еще тогда, замерьте у себя какой-нибудь стаканчик на весах, да, или еще что-нибудь. Вот у меня эти стопки по 50 грамм. Соответственно, вот 1 стопка это 40 грамм соли. Вот 2 стопки это 80 грамм. И дальше заливаете холодной водой. Если вы в квартире это все делаете, да, в городской, то, конечно, водой из-под крана заливать не стоит, потому что она хлорированная. В моем случае у меня вода из скважины, да, подойдет вода из колодца. Или вы можете купить, если вы в квартире, воду в 5-литровых бутылках. Вот, и заливаете просто холодной водой, до полного объема. Не кипяченый там никакой, просто холодной водой. Банка была полная. Так, теперь прикрываем крышкой. И вот также на тарелочке ставим в теплое место, ну в теплое, в комнатную температуру на 4 дня. Вот мы это сделали и отставили. Еще раз повторюсь, поставьте на тарелочку, потому что при брожении будет подтекать.
Берем банку, как я уже сказала, этой банке 2 дня. То есть 2 дня назад я залила сюда, положила соль, специи и воду. По прошествии 2 дней нужно добавить сюда 2 столовые ложки сухой горчицы. Опять же контролируя, как вы помните, чтобы у нас была сверху вода. Вот эта пена, это все нормально, ничего страшного. Горчица сейчас намокнет и осядет. И также под крышечкой мы это оставляем еще на 2 дня, контролируя и при необходимости доливая сюда воду. То есть вот эти баночки, это как бы у нас первый этап, это второй этап. По прошествии 2 дней происходит следующее. Я, видите, сколько дней готовилась, чтобы вам все сделать. Вот здесь прошло еще 2 дня. Смотрите, что произошло. Горчица осела вниз. Огурцы помутнели, изменили окраску, да, но они уже и через 2 дня тоже. Баночки, которые через 2 дня, видите, тоже вот начинает горчица оседать. И огурчики через 2 дня, они уже поменяли цвет. Вот. И рассол стал мутным. Здесь у нас, еще раз повторюсь, 4 дня. Через 4 дня вся горчичка у нас внизу. Огурчики поменяли цвет. И далее мы делаем следующее. Мы сливаем этот рассол. Мы сейчас будем их закатывать. Как я сказала, здесь есть 3 варианта развития сюжета. Вот уже с этой банкой. Мы в любом случае с вами получаем квашеные огурцы. Они у нас вот квасились 4 дня. Происходил процесс брожения. Да? Как пахнут сейчас? Пахнут, а сейчас уже пахнут. Но еще кисловато пока пахнут. Потом будут пахнуть еще лучше, когда настоятся. То есть это еще, их можно уже есть, но это еще не тот вариант. Вот. То есть дальше мы с вами что делаем? Если мы хотим хранить их в теплом помещении, как вот у нас, например, у нас нет погреба, да, или в квартире вы их хотите хранить, то в этом случае мы их сейчас с вами закатаем. То есть мы сейчас стерилизуем этот рассол и банки закроем, вот машинкой закатаем. Если вы хотите их, у вас есть подвал, то можно не закатывать. Можно через 4 дня просто закрыть эту банку лучше капроновой крышкой и поставить в погреб. Если у вас нет погреба, вы можете закрыть это крышкой и поставить в холодильник. В общем, в холодное место. Готовы они будут при таком варианте где-то примерно через 2 месяца. Будет это все готово. Также с этим рецептом есть еще другой вариант. То есть, когда вы сделали вот первую стадию, да, мы все наполнили. Опять же, если у вас есть погреб, вы можете горчицу добавить сюда сразу убрать это в погреб, закрыть крышкой и вот так вот просто прикрыть и убрать в погреб сразу, либо поставить в холодильник. Через 2-2,5 месяца они тоже будут готовы. То есть состав специй и всего остального уже достаточно для того, чтобы через 2-3 месяца при медленном брожении, если мы это уберем в холодильник, то здесь брожение будет медленное, получить готовый нормальный результат. То, что мы держим их 4 дня, мы ускоряем это брожение просто. Потому что, так как мы их сейчас будем закатывать закаточной машинкой, там будет вакуумная среда, да, и мы должны остановить это брожение, иначе они вскроются, взорвутся и так далее. Для того, чтобы остановить брожение и закатать банки, чтобы их можно было хранить в квартире, мы сейчас с вами сольем эту жидкость, этот рассол мы сливаем. Так, ставим его кипятиться, доводим его до кипения и провариваем где-то там порядка 3 минут. Далее, что мы делаем с оставшимися огурцами? Так как вот у нас тут есть такой налет, видите, вот небольшой. Если есть налет, можно их вот просто взять и холодной водой его промыть. Вот так прям помыли наши огурчики и все. Теперь, вы знаете, все поступают по-разному. Кто-то оставляет эту зелень, кто-то убирает эту зелень. Вот я считаю, что эту зелень, главное новую, свежую не класть, а оставить ту зелень, которая у нас есть.
Я эти огурцы расфасую в более маленькие баночки, ну, потому что мне так хранить удобней. И 3-литровую банку мы не всегда съедаем. Соответственно, я достаю эти огурчики, вот раскладываю их по маленьким баночкам. Здесь у меня, видите, были такие достаточно большие огурцы. Вот. Ну, можно поплотнее укладывать, это кому как, да, нравится. Кому сколько нужно огурцов, но нам вот так вот один раз на ужин скрыть, на салатик останется. Мне больше нравится вот такими маленькими баночками делать. Теперь рассол нужно довести до кипения и будем заливать огурцы. Ну, рассол закипел, он у меня уже проварился примерно 3 минуты. Зачем мы его кипятим? Ну, во-первых, чтобы горячим залить огурцы, да, и таким образом мы останавливаем с вами процесс брожения. Огурцы эти будут у нас стоять при комнатной температуре, и если брожение будет продолжаться, то как раз от этого они и вскроются, либо взорвутся. Поскольку нам ничего этого не нужно, то мы, заливая их кипятком и перекипятив рассол, остановили брожение. Огурцы, которые, если вот так их поставить, да, без комнатного брожения, как я сказала, а просто залить холодной водой и убрать сразу в погреб или в холодильник, вот 2-2,5-3 месяца у них будет происходить медленное брожение, они не вскроются в холоде, это где-то плюс 5. Да? Огурцы, которые у нас бродили 4 дня, и если их не кипятя сразу убрать в холодное помещение, будут готовы через 2 месяца, потому что мы тоже остановим холодом процесс брожения. И эти огурцы, которые мы заливаем с вами кипятком, с остановленным процессом брожения, будут готовы через месяц при хранении при комнатной температуре. Вот я наливаю под завязку. Нужно, чтобы сверху огурцы у нас не плавали. Вот он у нас там один торчит. Надо его туда поглубже немножко засунуть. Вот. То есть вот этот момент, чтобы огурцы не были выше рассола, это нужно соблюдать, ну, во всех наших баночках. Потому что когда огурчик оттуда торчит, он в этом месте становится мягким. Сейчас у нас с вами рассол мутный. Вы помните, что в нем горчица. Постоит немножко, все это осядет. Рассол будет прозрачный, огурчики красивые. Ну и, соответственно, теперь мы накрываем это крышечкой и закатываем. Можно взять банку с обычной завинчивающейся крышкой. Крышки я предварительно 15 минут продержала в кипятке. Соответственно, закрутить и, по сути, то же самое. Вот. Ну, точно так же я поступлю со второй баночкой. Все, баночки закрутили. Теперь переворачиваем, да, заодно проверяем, не течет ли. Если не течет, значит мы хорошо закатали. И все, эти баночки мы должны с вами укутать одеялком, подушечками, полотенчиками, кто чем, и оставить на сутки до полного остывания. Это будет называться процесс пастеризации. В процессе пастеризации у нас убьются остальные микробы, которые там где-то, может быть, затесались, и все будет у нас четко. Огурчики получатся вкусные, хрустящие, как бычковые, при этом будут храниться при комнатной температуре. Очень советую вам посмотреть на моем основном канале Таша Муляр «Жизнь без дубля» рецепт квашеных томатов. Помидорки получаются очень вкусные, чуть газированные, такие прям, ну прям бочковые. Очень многие вместе со мной в прошлом году приготовили этот рецепт и остались довольны. Там много хороших комментариев. Ссылочку даю выше. Ну что, готовьте быстро, ешьте вкусно. Желаю вам приятных заготовок, отличной осени и до новых встреч на канале. Ваша Таша Муляр. Да, и делитесь своими рецептами в комментариях. Буду рада услышать ваши советы. Пока-пока.